Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы будем вязать сумочку. Вот из такого шнурочка. Это от фирмы Нити Питер. Шнур 3 миллиметра. Смотрите, тут сразу подарочки у нас. Иголочка, маркеры. Шнур 3 миллиметра. Для сумочки понадобится 2 таких моточка. Крючок номер 4. Еще я заказала у них же, тоже эта же фирма, кольца заказала. Так, вот смотрите, какой шнур. Ой. Вот такой шнур у нас в мотке. Вот такой красивый коричневый цвет. В мотке 200 метров. Нам на сумочку понадобится 2 таких моточка. Что хочу сказать, что шнур очень плотный. Да, то есть шнуры бывают разные, они сами по себе отличаются. Вот этот, я бы сказала, он такой, как вощеный шнур. Он хорошо держит форму, то есть я уже пробовала. У нас здесь узор будет такой немножко с дырочками, но за счет плотности этого шнурочка узор хорошо сумочка будет держать форму. Поэтому сегодня вяжем вот из такого шнура. Итак, опять же, все реквизиты, где заказать такой шнур, где взять кольца, оставлю артикулы в описании под данным роликом. Итак, делаем узелок и набираем 94 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, видите, как плотно набирается. То есть предупреждаю, что шнурок он такой плотный у нас. И так далее. Набираем 94. Итак, набрали цепочку. У нас 94 воздушные петли. Далее разворачиваем вязание. Вязать будем за перемычки. Первую мы пропускаем, это у нас петля подъема. И со второй мы провязываем. Мы вяжем первый ряд и провязываем вот такие вот соединительные столбики. Провязав первый ряд, у нас их должно получиться 93, так как первый у нас это была петля подъема. У нас как бы сам узор, он будет состоять из воздушных петель и вот таких соединительных столбиков. Опять же, за перемычки. Провязываем соединительные столбики, напоминаю, их должно у вас получиться в первом ряду 93 вот таких соединительных столбика. То есть для этого узора количество петель должно быть нечетное. Итак, первый ряд у меня набрано 93 соединительных столбика. Делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание. И четные ряды мы будем вязать сам узор. Четные ряды. Вот второй ряд. Мы идем за заднюю полупетлю. Смотрите, узор будет вязаться за заднюю полупетлю. Вот у нас косичка. Передняя полупетля, вот задняя полупетля. Мы провязываем 1, 2, 3, 4 соединительных столбика. Далее набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь отступаем 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой петля, да, шестая петля за заднюю полупетлю мы провязываем 1, за следующую полупетлю 2, еще за следующую 3. 3 соединительных столбика. И таким образом мы четные ряды мы чередуем. То есть мы всегда будем провязывать 5 воздушных петель, 3 соединительных столбика. Так, смотрите. Только мы будем чередовать наши отверстия. Они будут у нас находиться в разных местах. Сейчас все поподробнее. Так, 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5.
Отступаем 1, 2, 3, 4, 5 петель на полотне, и в 6-ю за заднюю полупетлю мы провязываем 1, 2, 3. Снова 5, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Чередуем 5 воздушных петель с 3 соединительными столбиками. Так, двигаемся до конца 2-го ряда. В конце мы провяжем 4 соединительных столбика. Я вам покажу. Так, довязываем 2-й ряд. Если вы все делали так, как я вам рассказала, у вас должно тоже так получиться. 1, 2, то есть мы набрали 5 воздушных петель в конце. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-ю у нас должно получиться 4 в конце, как и в начале. 4 соединительных столбика. 2, 3, 4. Так, следующие ряды четные мы просто за заднюю полупетлю весь ряд просто вяжем соединительные столбики за заднюю полупетлю. Не забываем. Да, шнурочек такой плотный, но за счет этого и сумочка будет очень хорошо держать форму. Видите, он такой немножко с блеском. Красивый цвет. Видите, там, где были воздушные петли, мы тоже вот идем за заднюю полупетлю и просто соединительные столбики на протяжении всего ряда. Это у нас какой? 3-й ряд, то есть все нечетные ряды. Просто за заднюю полупетлю. Итак, довязывайте до конца 3-й ряд. У вас должно вот так вот получиться. Итак, мы довязываем 3-й ряд. Вот смотрите, последняя наша петля. У нас должно получиться, можете просчитать, чтобы ничего не упустить, 93 соединительных столбика. Далее делаем петлю подъема. И следующий четный ряд. Смотрите, как мы провязываем. То есть, по сути, мы будем чередовать 4 ряда. 2, 3, 4, 5. Так, 4-й ряд, да, за заднюю полупетлю мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соединительных столбиков в начале. Мы снова набираем 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы эти наши отверстия делаем немножко в другом месте. 1, 2, 3, 4, 5. Отступаем. И в 6-ю снова соединительными столбиками 1, 2, 3. Все. То есть делаем вот так. Видите, в шахматном порядке эти отверстия. Так, это у нас 4-й ряд. И 5-й ряд мы в обратном направлении будем просто соединительные столбики вязать. То есть узор состоит из 4 рядов. Вот мы с вами будем чередовать. 2, 3, 4, 5. Довязываем 4-й ряд. 3, 4, 5. Здесь пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 соединительных столбика. Я надеюсь, что я подробно объяснила, как вяжется узор. Так, 4-й ряд довязываем до конца ряда. В конце ряда у нас тоже должно вот здесь в конце быть 8 соединительных столбиков, если вы все правильно делаете. Итак, довязываем 4-й ряд. Вот смотрите, первый соединительный столбик, у вас должно быть их 8, как я и говорила. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й. 8 соединительных столбиков.
делаем воздушную петлю подъема и переходим на 5-й ряд. Все нечетные ряды, как я уже говорила, мы просто провязываем соединительные столбики за заднюю полупетлю. Опять же, их должно быть 93. Можете просчитывать, чтобы ничего не потерять, потому что потерять можно, бывает такое. Все, этот ряд мы просто вяжем соединительные столбики за заднюю полупетлю, а потом повторяем со 2 по 5. Итак, я провязала 5-й ряд, делаю петлю подъема, разворачиваю вязание, и далее мы повторяем со 2 по 5. То есть мы за заднюю полупетлю, вначале мы там провязывали 4 соединительных столбика, 1, 2, 3, 4. Далее мы набирали 5 воздушных петель, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю. За заднюю полупетлю 3 соединительных столбика, 2, 3. Снова 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. И то же самое, 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петлю, 3 соединительных столбика, так в 6-ю и в следующую, и еще одну. Все, то есть мы сейчас повторяем наш 2-й ряд. В конце у нас должно получиться 4 соединительных столбика. В обратном направлении у нас 93 соединительных столбика, просто соединительные столбики, как всегда мы вяжем нечетные ряды, да, и далее мы повторяем вот этот ряд, то есть мы будем провязывать 8 соединительных столбиков, 5 воздушных петель, 3 соединительных столбика и так далее. То есть со 2 по 5 ряд дальше мы просто повторяем и вяжем необходимый нам размер. Я покажу, сколько это будет у меня. Итак, нам необходимо еще связать 2 боковинки. Вот, одна боковинка у меня уже есть. Я сейчас вам расскажу, как вязать такие боковинки. Итак, мы делаем узелок и набираем 38 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набирайте 38 воздушных петелек. Итак, мы набрали 38 воздушных петель, и сразу первый ряд будем вязать за перемычки, как я вам уже и рассказывала, когда вязала основную деталь. Первую перемычку пропускаем, начиная со 2 мы первый ряд вяжем просто за перемычки, провязываем соединительные столбики. В первом ряду у нас должно получиться 37 соединительных столбиков. Вот так вот за перемычку провязываем первый ряд. Итак, мы провязали первый ряд, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, и за заднюю полупетлю мы вяжем точно так же, как мы вязали основную деталь. То есть мы сначала провязываем 4 соединительных столбика, 3, 4, набираем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петельку за заднюю полупетлю мы провязываем в 6-ю, в 7-ю и в 8-ю. Вот так, 3 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6-ю мы провязываем. Так, первый соединительный столбик в следующую петлю, еще один за заднюю полупетлю. Напоминаю. Итак, до конца ряда, в конце ряда у нас остается просто 4 соединительных столбика, как и в начале. Вот смотрите, последнюю арочку довязываю, 1, 2, 3, 4, 5,
и в шестую. То есть это как раз вот наши последние 4 соединительных столбика, как и в начале мы провязывали. Это наш второй ряд. Третий ряд мы разворачиваемся и просто провязываем соединительные столбики. Опять же их будет у нас так, воздушная петля. Опять же их будет 37. За заднюю полупетлю мы идем в обратном направлении. И провязываем. Вот видите, где воздушные петли, вот за вторую полупетлю. Вот так вот. Идем до конца, третий ряд вяжем. Делаем петлю подъема. И далее мы провязываем, опять будем формировать арки. Мы провязываем 8 соединительных столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5. Арку из воздушных петель 5. Раз, два, 3, 4, 5 в шестую. Соединительный столбик. 3 соединительных столбика в шестую, в седьмую, в восьмую. И так до конца ряда делаем арки. И тут в конце у нас останется 8 соединительных столбиков. У нас получилось вот здесь в третьем ряду 3 арки, да, и вот в конце, до конца ряда мы вяжем второй, третий соединительный столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание. Четвертый ряд мы просто провязываем 37 соединительных столбиков. Все, за заднюю полупетлю то же самое и здесь вяжем. Итак, мы провязали пятый ряд, а далее мы просто повторяем со 2 по 5. То есть мы сейчас снова, вот у нас воздушная петля подъема, мы идем и провязываем 4 соединительных столбика и формируем арки, как мы делали во втором ряду. Все, таким образом мы чередуем. Все, теперь раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5 в шестую. Все, таким образом мы повторяем со 2 по 5 ряд и вяжем всего 19 рядов. Так, 3 и снова арка. Раз, два, 3, 4, 5. Не забывайте, нам необходимо 2 такие боковинки. Вот, смотрите, когда вы связали 19 рядов, по отверстиям вот верхним посчитаем. Раз, два, 3, 4, 5. Второй ряд 4, да, мы оставляем хвостик, ну, оставьте где-то метр, можно чуть меньше, ну, пусть запасом у вас будет. Все, воздушной петли здесь никакой не делаю, шнур я обрезала, вытягиваю вот так вот хвостик, хвостик для сшивания, оставляем хвостики на одной, на второй боковинке, потому что основные детали у меня будут без хвостиков. Делаем 2 такие детали. Итак, у меня готова основная деталь. Я связала 47 рядов. Если брать по сантиметрам, да, то в длину получается 48 сантиметров, ширина получается 27. То есть, так, смотрите, где лицевая сторона? Лицевая сторона у меня вот эта, то есть где более такие ярко выражены вот эти косы. В 2 сложения складываем, берем далее 2 наши боковинки. Вот еще 2 боковинки у меня готовы, про них я уже рассказывала. Оставляла шнур. В боковинках что самое главное? Вот оставили шнур, сейчас будем соединять, причем сшивать будем с лицевой стороны. На донышке главное считаем, когда мы будем соединять за косички,
Сколько у нас здесь получается? 37 косичек. 37 на основном полотне. И далее сразу переходим вот за эти вот полосочки и перемычки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. То есть 37 плюс 19 плюс 37. Итого как раз получится длина нашего вот этого, всей основной детали. Итак, смотрите, вот эту деталь мы пришили. Вот какой получается, ну, то есть подошли к нижней части, да, смотрите, какой получается шов, шьем сразу с лицевой стороны. И как я уже говорила, я считала вот эти петли, вот они петли, и вот эти перемычки. Первую перемычку при переходе, которая я ее не считала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. То есть вот эту боковую, последнюю я тоже не буду использовать. Опять за внешнюю полупетлю. И вот эту перемычку не трогаем, сразу идем вот сюда. Соединяем, потом берем перемычку и полупетлю в обратном направлении. Так, опять полупетля и вот эта петля. Снова перемычка, полупетля и так далее. То есть на прямой у меня задействовано 19 полупетель, скажем так. Все, провязываем. Дальше вот эту перемычку не трогаем, идем в обратном направлении. Итак, следующим этапом мы вяжем ремешок. У меня ремешок гусеничка. Да, связала я 75 сантиметров. Сейчас покажу, как вяжется, если кто не знает. 75, потому что вот за эти хвостики они у меня будут. Я вам покажу сейчас, как их закрепить. Вот как завязочки. Итак, набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Идем в самую первую, вытягиваем нить, 2 петли на крючке, провязали вместе. Разворачиваем по часовой стрелке вязания, и изначально мы идем вот в эту петлю, провязали вместе. То есть по 2 петли мы все время провязываем вместе. Разворачиваем вязание. Теперь все время будем захватывать вот эти 2 петельки. Так, через них провязывать вторую петлю. И когда уже 2 на крючке, провязали. Развернули снова по часовой стрелке. 2 петли на крючке. Провязали. Снова по часовой. 2 петли, снова провязали. Все, вяжем такой ремешок 75 сантиметров. Итак, когда ремешок у меня связан, ремешок 75 сантиметров, специально чуть больше, я все-таки решила использовать кольца, потому что с кольцами вот этот золотой цвет, он дает какую-то свою такую пикантность. Да, вы же можете, как хотите, можете кольца не использовать, если будете, вам понадобится 4 таких кольца. Диаметр тоже, в принципе, может быть у вас любой. Если у вас не будет колец, можно вот так вот, видите, вот сюда берутся и завязываются ваши ремешки, вот так. А у меня ремешок будет закрепляться за кольцо. Вот таким вот образом. И все, завязали узелок. Хорошо завязали с одной и с другой стороны. Вот, мне так красиво. Еще пришью бирочку. Она тоже от фирмы Нити Питер. Вот такая вот бирочка, как раз в цвет золотым кольцам. И еще сошьем подкладку. Подкладку мешочек. Итак, смотрите, ремешки присоединила. Бирочку пришила. И еще у меня внутри вот такой льняной мешочек.
Как шить такой мешочек, нашла видео 7-минутное на ютубе. Очень просто и понятно. Я вам просто скажу свои параметры, какие я кроила. Вот у меня получилось 2 детали размером 33 на 31,5 сантиметров. Вот в этот 31,5 сантиметров входит 6 сантиметров, с которой я делала кулиску. И заправляла шнур. Я вот этот и коричневый сюда и заправила. И плюс 1,5 сантиметра припуск для сшивания. То есть основная как бы деталь получилась со всеми этими припусками. Высота 31,5, ширина 33. Тоже вот сюда входят 2 припуска с 2 сторон по 1,5 сантиметра. У меня получился вот такой красивый льняной мешочек. Шьется именно такой мешочек очень просто. И для этой сумочки шикарно подходит. Только берем цвет в контраст. Вот, чтобы из ваших дырочек, ну, было красиво видно, чтобы узор красиво смотрелся. Например, на светлой ткани. И делайте так, это мои размеры, да, делайте так, может быть, чтобы вот эта верхняя часть, она немножко выходила. Вот так вот оно особенно красиво. Сумочка получилась невесомой, так как шнур совсем не тяжелый, очень легкая. Идеально и хорошо вот этот шнур именно держит форму, просто идеально. Видите, он вот прям вот супер классно, поэтому... Ушло у меня 1,5 моточка. Вот что у меня осталось от 2-го моточка, половинка, да. Вот такой получился мастер-класс. Я вам все подробно рассказала. Если будете вязать, делитесь, пожалуйста, своими работами. Я всегда их выставляю в своих соцсетях. Если была полезна, от вас, пожалуйста, лайки. И всем пока-пока.